Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Расклад Таро. Что случится? Что произойдет до конца февраля? Давайте узнаем, что ожидать от второй половины февраля. И этот расклад я решила сделать срочно, сместив график. Обычно в самом конце месяца я делаю такие расклады, но мы несколько позже, на следующей неделе, посмотрим с вами на события, именно которые касаются с 20 и по 30, по 28 февраля. Но вторая половина февраля богата на планетарные транзиты, время перемен, в котором мы живем. И запускаются целой серии вот эти перемены планетарных транзитов. И буквально с 14 это как время X, Сатурн в Овне, 16 туда же еще и Нептун. Много планетарных транзитов, о которых вы можете прочитать более подробно на моем сайте. Я оставлю ссылку в описании под видео. Поэтому, вот такое время, вторая половина февраля, богата на перемены, запускает этот механизм, поэтому будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает в игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот какие карты вам выпадут, давайте рассмотрим. Совет от карт с позиции позитивной психологии, позитивного мышления. И первая карта: что случится, что же произойдет в вашей жизни, какие подсказки нам скажут карты до конца февраля. И что вас, быть может, удивит и будет для вас неожиданно. К чему приготовиться или к чему все идет, достанем такую карту. А что скоро изменится, а возможно резкие какие-то перемены, неожиданные для вас самих. И что же будет дальше? И последняя карта – карта «Совет», которую мы откроем в самом конце. Так что же случится? А тут какая-то прежняя позиция. Скорее, тут та ситуация, я допускаю, от которой вы хотите уйти, потому что, может быть, усталость сопровождается по этой карте, нам показан жонглер. Более того, тут как двойной баланс. Мало того, что жонглирует человек, так еще и стоя на качелях, то есть какое-то равновесие приходится удерживать. Часто по этой карте это знакомые истории, это какие-то отношения, это тут то, что мы продолжаем, но мы можем от этого уже несколько подустать. Ну, давайте раскроем, так что же там случится? А вот тут есть какая-то хорошо знакомая история, которая вас раздосадовала или, может быть, даже касается отношений, отсутствия взаимопонимания. Но вот это все продолжается. Тут, правда, вот уже надоело вам, скорее, мои дорогие скорпионы, держать какой-то баланс. Что же это такое? Так что ж там случится, произойдет? Ну, конечно, по этому аркану нам говорят о том, что какие-то очень мудрые решения вам, карта сила. Может быть, это касается отношений, и для кого-то из вас, к примеру, мои дорогие девочки, конечно, тут больше карта женской силы, это у вас сильная позиция. Вы можете быть для кого-то желанны, словно магнит, правда. Это карта критического мышления, вы на все смотрите, так вот беспристрастно, потому что тут никаких эмоций по этой карте, а вот именно критическое мышление и осознанность. Мы понимаем, что имеет смысл, что не имеет смысл. Может быть, это вы что-то подводите к итогу, и у кого-то это вопросы работы, у кого-то, может быть, даже по работе есть взаимоотношения, когда не поняли друг друга, или когда вами была проделана какая-то работа, но с учетом пятерки кубков не оценена. Мои дорогие мужчины, для кого-то из вас желанная женщина, да, которая, вот вы испытываете такое страстное чувство, хотели бы быть рядом с ней. Это она для вас уже как магнит, и вы не знаете, как же тут подступиться. Или, может быть, знаете, да, тут ведь мы все разные. Или, может быть, это продолжающиеся отношения. Вот здесь внимание. У кого-то это прежние могли быть отношения, когда все закончилось. Но этот человек в вашей памяти еще живет. А для кого-то из вас, это может быть та история, которая продолжается сейчас, но вас это не устраивает. А почему это вас не устраивает? Давайте вот, в чем тут камень преткновения? Вы знаете, кому-то просто не нравится, что вы именно вот этот баланс, вы от него устали или устали где-то, вроде бы и есть то, что радует, но словно заскучали. Может быть, это душа просит драйва. Для кого-то из вас вы получаете конкретное известие,
когда понимаете, что нужно делать выбор. Для кого-то ситуация, которая касается денег. Вы, правда, можете получить какое-то известие именно денежного характера, или пусть это важная бумага по финансам, и как будто здесь у вас и либо эта ситуация связана с конкретным человеком, либо человек принимал участие, может быть, в какой-то прежний период. Может быть, это у кого-то объединение общих усилий, когда касаются работы, или вы именно у кого-то история взаимоотношений, которые находятся на работе. А вот все равно, тут как будто вам хочется самое главное. Либо вы хотите уйти от того, что вам не нравится, к примеру, что вы все время кому-то помогали, и, допустим, у кого-то из вас такая переоценка ценностей, что, слишком много, сил, энергии, может быть, буквально финансов вы вложили либо в человека, либо в какое-то дело, а вот оно и не там. Это как будто не было оценено. И для кого-то из вас будет такая задача, ну, вроде сейчас-то, да, все стабильно, но оно вот стабильно внешне, а скорпиона это не устраивает. Тут, правда, могли заскучать, а кто-то, наоборот, по аркану отшельник мог сказать: «Мне все это надоело». И я люблю эту карту за то, что ничто нам не мешает. Вот как будто мы хотим от какого-то бремени освободиться. Что же случится, что произойдет? А для кого-то из вас тут все же мог быть разрыв отношений, правда? И вы сейчас как будто один или одна. Но какая-то история, вот она живет в вашей памяти, живет в вашем сознании. Но ведь тут очень добрая карта, шестерка пентаклей, которая говорит о помощи высших сил. И для кого-то из вас я такое допускаю, что случится, что произойдет. Была какая-то прежняя история со знаком минус. Ну, больше, да я бы даже сказала, может быть, это было связано с личной жизнью. Ну, я не исключаю, что у кого-то что-то подобное с работой. А потом так получилось, что вот это как-то прекратилось. И, может быть, у вас уже как, ну, уже новая пассия, новая знакомая или знакомый, какое-то новое направление. Но для кого-то тут человек может вернуться. Или какая-то ситуация, которая связана вот именно с прежним человеком. Ситуация может быть. И у кого-то эта ситуация касается документов. Может быть, вы вынуждены встретиться с кем-то. С одной стороны, вас это даже может радовать и очень привлекать, вот эта встреча, но как будто вот на ум пришло и не уходит. Именно потому, что, ну, как, знаете, взволновало прежние чувства, взволновало какие-то прежние мечты. Вот у кого-то даже так. Вы явно тут о чем-то думаете, таком, что не получилось. А очень хотелось бы, чтобы это вышло, чтобы это произошло. И тем не менее, у вас именно вторая половина февраля, что случится, что и произойдет. Тут как будто судьба вам дает шанс. Но я не могу сказать однозначно по аркану башня, что же это будет. На вас будут явно оказывать влияние события извне. Может быть, вот как человек конкретный, да, у человека что-то меняется, у человека там что-то происходит. И это побуждает вас встретиться, провести какие-то разговоры, а у кого-то это будет касаться работы, когда там на работе происходят тоже какие-то перемены, какие-то пертурбации, да, перестановки, или когда, ну, конкретная какая-то ситуация, когда вам, ну, чуть ли не ответственность нужно брать за что-то, может быть и так. И это как вопросы построения карьеры. Или это когда вопросы руководства, даже так. Не случайно же аркан сила. И это будет касаться как и девочек, так и мужчин. И вот вы стоите как перед выбором. Какой же выбор мне предпринять? Часто по аркану башня это, знаете, как событие, но иногда и непреодолимой силы, то, что мы не можем изменить. Но сказать, что вот по аркану отшельник, вам это не мешает? С одной стороны, вот нет, вы вправе выбирать, но где-то можете чувствовать, что с одной вроде как позиции хотелось бы от всего этого откреститься словно, да, и вот чтобы вот этого не было. А тем не менее, ситуация внешне продолжает каким-то образом на вас, ну, или давить, или вы вынуждены в чем то участвовать. Давайте узнаем, что это такое вообще? Но тут поддержка, помощь высших сил, и у вас сильная позиция. Что же тут неожиданно? Или что вас удивит? Человек вас точно какой-то удивит. Причем это к вам кто-то, причем с добрыми вроде эмоциями или
с какими-то, ну, спокойными, приятными разговорами. Конкретный человек, может быть, и ситуация, которая связана с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, у кого-то внимание. Иногда по этой карте родственники, родители, да, то есть вот именно родство какое-то проходит. И, может быть, это связано с тем, что даже не работа и не личная именно жизнь, если мы говорим любовная история. Нет, мои дорогие скорпионы, тут, скорее всего, для многих из вас это будет именно родители, может быть, да, или вот какой-то важный человек, причем который надежно так вот уверенно идет по жизни, который, ну, достаточно имеет так и ресурсы в руках, так и финансовое положение какое-то стабильное. Так вот, это у вашего человека может что-то меняться. Вот здесь я больше вижу что-то, как новость какая-то ему пришла. Может быть, это какой-то документ получен. Я тут вижу ваше участие именно. И это, ну, может быть, где-то косвенно оказывает влияние на вас. Хотя точно так же я не исключаю ситуация у кого-то с банками, какими-то платежами, когда вот нужно принять решение, а оно такое достаточно сложное, или подписать какую-то бумагу, документ. И вот тут пока невозможно просчитать, потому что ведь по рыцарю жезлов это у нас всегда «будь готов к неожиданностям», нам сразу говорят. Более того, вы могли что-то распланировать или можете, но тогда на всякий случай приготовьтесь, вторая половина февраля может потребовать коррекции наших планов. Ну давайте узнаем, а к чему же это все идет. Ну, вот так или иначе, вы как набираете силу. Значит, вот все то, что происходит во второй половине февраля, вот посмотрите, для вас ведет более такой четкой позиции. Вы с чем-то определяетесь. Я допускаю, что какие-то сложные разговоры, беседы вы будете проводить, но тут как будто время настало. И помощь высших сил, может быть, в том и состоит, и иногда, да, мы говорим, кризис– это возможности. Но ведь правда тут у кого-то из вас ситуация связана, ну, буквально с личной жизнью. И вот такие перипетии в любовной истории. У кого-то на работе, а у кого-то и работа, может быть, и семейный бизнес, или просто вопросы с родственником, у кого-то с наследством. Это именно происходит не вами инициировано, а это для вас как пространство создает такую траекторию, когда вы можете раскрыть свои таланты. Но у Скорпиона не бывает так вот все. Бывает, ну, наверное, редко. А тут именно возможность к вам приходит через течение обстоятельств. Именно через течение обстоятельств или какие-то перемены, которые происходят, ну, вот не от вас зависящие. И к чему все идет? Это будущее, это какая-то далекая траектория к вашему благополучию. И буквально к возможности передохнуть. И я могу сказать точно, даже если вам сейчас, да, или на начальный период второй половины февраля приходится словно вот этот баланс удерживать, но тогда, мои дорогие скорпионы, вы решите какую-то проблему или вопрос. Причем по башне это может быть какая-то серьезная тема, которой вы даже не знаете, как подступиться. По аркану отшельник принимайте сами решения. Более того, иногда есть в этом и подсказка, да, вот если мы говорим, мы не пользуемся советами тех людей, которые, может быть, нам даже их и дают. Отшельник, он тем и силен, что он философ, его на эмоцию сложно вывести. Ему тяжело замылить глаза или усыпить его бдительность, но точно так же его сложно расстроить, если он слышит какой-то негатив отношений всегда. Да ему вообще все равно, что там кто думает. Вот такое независимое мышление, поэтому и карта силы критического мышления. Что бы вы тут не слышали, что бы вы тут... То есть есть какое-то сожаление, да, я уже не буду доставать пятерка кубков. И где-то карта подсказывает, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Ну, значит, есть какая-то данность создавшаяся, где вот точно переживать не надо. Не имеет смысла. Что-то близится к завершению. А для кого-то из вас переделать документы может банально. Вы уже, ну вот у вас есть такие планы, когда вы могли писать куда-то запросы или отправлять документы как запрос, да? Здесь вы можете обратно их получить на доработку. Или это для вас нужно будет переделать документы, потому что изменился закон, изменилось какое-то положение, или какой-то приказ изменился, может быть, по работе, и вы будете этим заниматься. Но так или иначе, ваши сильные стороны характера
как-то раскрываются, и для вас решение будет вот этого вопроса получения денег, какие-то важные договоренности по части дома, недвижимости, может быть, и денег тоже, или вашего прогресса на вот как построение карьеры. И причем потом, как будто мы можем привести и силы в порядок, и мысли в порядок, ментальность тоже. Давайте узнаем, а что скоро изменится, возможно, и неожиданно. Правда, перемены для вас, но это как избавление от прежних разочарований, от прежней боли. 20-й старший аркан. Так вот складываются события, что, мои дорогие скорпионы, не вы как бы начинали или чего-то хотели, и инициировали, но придется заниматься теми вопросами, делами, которые будут связаны либо с вашим окружением, может быть, ближайшим, либо, может быть, и далекими, или когда что-то вот стопорится именно по части документов, или вам нужно что-то переделать, переиграть. И ведь правда, у нас вторая половина месяца, я сказала, да, 14 у нас Сатурн, а это как раз планета порядка, организации, дисциплины. Ну, это где-то про образ власти, Сатурн, да, Кронос, владыка времени. И у вас башня. Это какая-то система как будто рушится. Или что-то изменяется. Дальше мы говорим 16-го Нептун. И это вот через ощущение, жизнь через ощущение и интуиция. 17-го начало Нового года по китайскому календарю солнечное затмение, которое откроет коридор затмений до 3 марта. На этом тоже еще не заканчивается. И еще у нас с вами, помимо коридора затмений, у нас с вами будет еще парад планет, и в конце месяца еще петля Меркурия, ретроградность. Поэтому тут вот сразу много, как, знаете, тысячи дорог сходятся в одной точке. Но у вас как какая-то, может быть, даже проблема очень давнишняя. Она у вас может решиться вот одним махом, как будто раз и навсегда. И вот это и есть где-то перемены. Не просто отдохнуть, вздохнуть словно свободно, но и словно вот этого волшебная флейта, да, вот эта загадочная мелодия вы можете, ну так аллегорически говоря, сыграть в своей жизни. Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Давайте достанем следующую карту. А что же будет дальше? Изменение статуса. У кого-то и решение не только домашних, и финансовых вопросах, но и статус по работе, смотря с чем здесь будет связана ситуация, или для кого-то это решение касаемо именно мы вместе. Статус, может быть, были как встречи, была пара, была дружба, а теперь вы задумаетесь проживать вместе или даже оформить отношения. Но у кого-то может быть и обратная история, как я уже говорила в самом начале. Но здесь, правда, тысячи дорог, тысячи возможностей. Вторая половина февраля меняет качество вашей жизни. Качество вашей жизни ведь означает карта императрица. И где-то говорит о том, что, ну, надеется Скорпион сам на себя. Ну, Скорпион всегда надеется сам на себя, это точно. Но для кого-то скажу. И я точно так же могу сказать, что будет дальше. Для вас, мои дорогие мужчины, вы можете узнать, что ваша любимая женщина ждет ребенка. Вот правда. Пусть не для всех, вот перекладывайте на себя. То есть я разные варианты проговариваю. Но и для вас, мои дорогие девочки, тоже такое вот, кому соответствует по возрасту и желаниям. Такое может быть, но все же такая очень ёмкая, добрая, теплая карта. Поэтому что же будет дальше? Конечно, по этой карте проходит благополучие. Ладно, давайте мы с вами как карту совет. Тем не менее, пара, правда, вопросы личной жизни или вопросы, связанные именно, ну, совместным проживанием с родственниками, с теми людьми, которых мы знали, и знали, может быть, как из прошлого, могут к нам возвращаться люди, потому что 17 это у нас новолуние, солнечное затмение, да? Но тут оно такое необычное. Сатурн у нас остается еще в тех же градусах, в которых был в предыдущий период. И хотя прямое движение, но до конца июля какая-то история будет так вот тихо, медленно развиваться. Или, может быть, мы постепенно что-то будем приводить в порядок, не спеша. Я такое допускаю. Но по этой карте ведь у нас вообще, в принципе, знаете,
это личное счастье, потому что у нас пара, да, и тут уже не важно, какие знаки зодиака, потому что олицетворение, как короля Пентаклей в сочетании с королевой Пентаклей, это новые планы. Это когда мы обустраиваем наш быт. Это когда мы, может быть, даже был какой-то хаос, а значит, больше порядка, наводим тоже, разбираемся с какими-то завалами. Продуктивная работа в целом и взаимодействие. Именно вы не одни. У вас есть тот человек, который вас любит, который желает вам добра и который вас понимает, вот в целом. И для вас это, знаете, наверное, вот как в той поговорке: если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, иди с кем-то. Может быть, кто-то задумается о том, что вот мне надоело это одиночество. Мне надоел вот этот баланс, как будто я один или одна. И кто-то из вас задумается о том, чтобы вот так всерьез примет решение, что нет, так дело не пойдет. Теперь я все-таки буду как расширять горизонт своего общения, потому что принимаете решение, ну вот закончить сольный вариант. У кого-то вторая половина февраля и с такими вопросами тоже может быть связана. Все то, что в целом будет касаться личной жизни, денежного удовольствия, скажем так, и вашего дома в центре ваших интересов. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.